Привет, я Саша Капуста, это канал Твой шрифтовой фетиш, серия видео по созданию вариативного шрифта FontLab. В этом уроке мы с вами разберем горячие клавиши, разберем, как их можно создавать, как их можно сохранять, экспортировать, импортировать в наш проект. Если, например, у вас несколько рабочих компьютеров, вы можете между собой эти настройки переносить, скажем так. Как вы понимаете, большинство операций, которые мы делаем с вами в FontLab, можно сделать не только из выпадающего меню сверху, но и с помощью комбинации горячих клавиш. Есть какие-то определенные такие общепринятые стандартные Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-Z и так далее, которые работают во всех программах. Но можно также настроить и свои индивидуальные, если вдруг вам чего-то не хватает. В первую очередь нужно понять, где это делается. Делается это через меню Tools. И здесь мы выбираем Command and Shortcuts. Нажимаю. И появляется вот такое вот окно со списком всех возможных операций, на которые можно назначить горячие клавиши, либо они уже у нас здесь есть. Вот. А сейчас пока нас интересует, что мы можем, допустим, нас интересует какая-то операция, и мы не знаем, какая у нее комбинация. Вместо того, чтобы ее искать вот здесь, где у нее какая комбинация, мы можем в верхнем поисковом окне набрать название этой операции. То есть, например, меня интересует все, что связано с TunyLines, которые мы с вами уже разбирали. Я бы хотел узнать, как, например, их включить. Я набираю слово Tuny, и мне FontLab сразу в списке показывает все возможные операции, содержащие такое слово. Первое — это редактировать TunyLines, здесь стандартно идет Ctrl-Alt-L, либо можно посмотреть их. Здесь скорее всего, должна быть буква L, возможно, я ее удалил, точно не помню. Ну, в общем, ее можно, если что, назначить, но, как правило, это здесь не нужно. Вот. Так мы можем посмотреть все то, что нам как бы может пригодиться. Вот тут, например, допустим, возьмем TunyLines. Здесь нету горячей клавиши, поэтому мы можем ее назначить сами. Во-первых, если вот здесь мы ничего не видим, то нажмем на вот эту шестеренку, у нас появится нижнее окно, в котором мы можем что-то установить, что-то добавить и так далее. Допустим, я хочу включить отображение TunyLines на букву L. Скорее всего, она по умолчанию там и стоит, поэтому пишу букву L, причем, как видите, я нажимаю Shift-L, чтобы большую букву L поставить. Он мне просто предлагает комбинацию Shift-L. Просто L он мне предлагает ее сделать, но почему-то поставить он не разрешает мне ее. Ну и ладно, это не столь важно. Допустим, если я хочу Shift-L, то я вполне могу ее поставить на именно эту операцию. Вот. А если, допустим, ситуация, я открыл шрифт, открыл букву О, и, допустим, я просто хочу активировать и использовать какую-то операцию, и мне не хочется ее искать вот здесь. Я вот вообще не помню, где она находится. Я могу просто посмотреть, во-первых, какая у нее комбинация, но у нее комбинации может и не быть, но использовать мне и нужно. Что я могу сделать? Я просто захожу в Tools, Command and Shortcuts, и здесь я могу набрать, опять же, Tuny, и вместо того, чтобы посмотреть, какая у нее комбинация для использования этой операции есть, я могу просто нажать Go, и тогда, как мы увидим вот здесь, скорее всего, она у нас применится. Жму Go, и вот она у меня активировалась. То есть, если вдруг мне лень где-то что-то там искать, я могу просто быстро в поисковике найти, активировать сразу же в этом же текущем окне. Вот. Предположим, мы настроили какие-то свои комбинации. Например, я наиболее часто используемые операции назначил сам. Как это посмотреть? Жму Tools, команды. Например, я часто пользуюсь дельта-фильтрами. Я пишу здесь дельта, и мы видим, что я здесь назначил свой индивидуальный такой вариант комбинации. Это Ctrl плюс 0 на нумпаде. Или, например, скин-фильтры. Тоже очень часто использую. Вместо того, чтобы их каждый раз находить вот тут, где-то тут, вот этот скин-фильтр, вместо этого я просто назначил такую клавишу. Напишу здесь skin. Мы увидим, что это Ctrl Num плюс 5. Теперь, если я нажму Ctrl Numpad, пятерку на нумпаде, он мне автоматически предложит вот такое окошко выбора скин-фильтров. Или, например, дельта-фильтр я с вами могу добавить вот здесь. Я даже не помню, где это здесь. Вот дельта-фильтр, я добавил их. Но могу просто нажать Ctrl 0, потому что я заранее это настроил. И теперь я могу с ними работать. То есть как-то могу видоизменять эту букву. Вот, об этом мы с вами поговорим попозже.
сейчас это не столь важно. Важно то, что я назначил какие-то свои кастомные комбинации клавиш, и мне бы хотелось, чтобы на другом компьютере, например, у меня несколько компьютеров, мне не хотелось бы это все заново настраивать, поэтому я могу просто это экспортировать и импортировать в другом компьютере. Как это делается? Tools, команды, и вот если мы включим вот эту шестеренку, если вдруг у вас ее нет, то помимо того, что мы можем здесь что-то назначить, найти и так далее, у нас вот в этом гамбургере есть возможность, во-первых, экспортировать все наши, так сказать, настройки горячих клавиш. Можем их импортировать, что логично, а можем сбросить вообще все, потому что мы могли там что-то напридумывать, что-то поудалять, что-то и так далее. Это самый простой способ просто обнулиться, все сделать по нулям и заново уже настроить их. Вот, и допустим, если я нажму Razer Shortcuts, на всякий случай, нет, сейчас попробую вот что, проверю. Элемент, вот они все уже удалились. Наверное, надо было сначала их сохранить, но я потом откуда-нибудь в другом месте их скопирую, потому что скины и дельта-фильтры, мне шорткаты на них обязательно нужны. Ну, в общем, примерно вы поняли, как это работает. Желательно сначала их сохранить, а потом уже что-то там сбрасывать. Ну, на этом, я думаю, все. Увидимся в следующем видео. Если по ходу этого урока у вас возникли вопросы, то задавайте их в комментариях на русском или английском языках. Этот курс залит сразу на несколько видеоплатформ, а значит я могу их не увидеть. Поэтому подписывайтесь на канал в Телеграме и задавайте вопросы в чате «Делаем буквы». Все дополнительные материалы будут выложены на сайте «Твой шрифтовой фетиш». Там же вы сможете найти шрифты Rayer и Zasker, которые я упоминал в курсе. А еще делайте скриншоты вашего шрифта, хвастайтесь в соцсетях и отмечайте «Твой шрифтовой фетиш» в публикациях с этим хэштегом. Мне и вашим шрифтовым коллегам будет интересно посмотреть на ваши успехи в ходе этого курса. Если видео оказалось для вас полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и увидимся в следующих уроках.